Друзья, всем привет, с вами Егор Еремеев и компания SMAPS. И сейчас я приехал на Ливерпуль-стрит, это лондонский район, деловой район. Здесь рядом находится Сити, лондонский Сити. И сегодня мы с вами смотрим Дэвид Гейм колледж. Я с вами буду откровенен. Ливерпуль-стрит и вот этот район, лондонский Сити, это, пожалуй, один из моих любимых районов во всем Лондоне. Я каждый раз, когда сюда приезжаю, я здесь ощущаю какой-то просто непередаваемый драйв и сочетание вот этих зданий исторических, современных, и то, как здесь делают, это просто какие-то невероятные ощущения. И весь район — это мега фотогеничное место. Здесь снимают огромное количество фильмов. Сюда приезжают туристы фотографироваться. И где вы еще встретите, чтобы у вас стояли небоскребы и рядом звенели колокола старинных церквей? Лондонский Сити – деловой район города. Он находится на берегу Темзы и является самым маленьким церемониальным графством в Англии. Площадь его всего 2,9 квадратных километра, что равно квадратной миле, поэтому его также иногда называют Square Mile, а еще финансовым центром страны, а иногда и Европы. Еще в 1673 году здесь образовалась первая банковская контора, и с того момента район продолжил свое развитие в торгово-финансовой сфере. Район считается одним из важнейших мировых финансовых центров и столиц мирового бизнеса. Здесь проживает около 8 тысяч человек, а свыше 300 тысяч ежедневно приезжают в Сити на работу. Здесь располагается Банк Англии, лондонская фондовая биржа, страховые учреждения, финансовые компании и множество других организаций. Ежегодно Сити добавляет по 3% к национальному продукту Великобритании. Именно в Сити находится также и известный всем Тауэр, собор Святого Павла, а также так называемый небоскреб Огурец, который известен во всем мире и считается одним из самых узнаваемых символов Лондона. Настоящее название 40-этажного огурца – Мэри Экс, и расположен он на одноименной улице. Еще один известный и знаковый небоскреб Сити – Walkie-Talkie, что значит рация. Официальное его название 20 Fenchurch Street. Известен он тем, что здесь на крыше находится Sky Garden, или Небесный сад. Как можно догадаться, это сад на крыше небоскреба. Одно из любимых мест в Сити среди туристов – крытый рынок Лиденхолл Маркет, на месте которого когда-то располагался Римский форум. Место настолько атмосферное и по-прежнему отдает стариной. Рынок был задействован в съемках Гарри Поттера. Именно здесь были сняты сцены в Косом переулке и фасад паба «Дырявый котел». В которой находится колледж Дэвид Гейм, односторонняя. И мы в самом центре Лондона. Это супер занятый район, супер бизи, но при этом здесь очень спокойно, что даже не скажешь, что находишься прямо вот в таком загруженном деловом центре. Ну, я считаю, что это очень хорошо, то есть место выбрано правильно. Для себя я выбрал английский, математику, бизнес, экономику и химию. И больше всего мне легко делать математику, потому что там только числа. А сложнее всего мне делать химию, экономику и бизнес, где очень много текста. Я живу, школа предлагает общежитие для студентов, которые находятся буквально в 2 минутах отсюда, что довольно удобно. И я живу там один в комнате. А вот это просто невероятное место. Это общая комната в резиденции. И здесь со всех сторон можно видеть Сити. И здесь виден Шард, как раз самое высокое здание. Раньше самое высокое здание всей Европы. И вот еще окно вдалеке можно видеть знаменитый лондонский
мост. Вот так выглядит стандартный коридор в резиденции. Здесь будет около 120 мест для студентов. Двери, охранная система. Часть вот этой резиденции, она будет принадлежать King's College London. Это знаменитый топовый лондонский университет. А часть студентам Дэвид Гейм колледжа. Охрана везде, на всех этажах, постоянный супервайзинг, возраст студентов. Студенты от 14 лет, напоминаю, что студентам здесь, в Великобритании, детям нужен гардиан еще обязательно, то есть опекун, чем как раз мы занимаемся в СМАП с помощью с подбором опекунов. Поэтому, ребята, любые вопросы, ссылочка в описании, будет много информации дополнительной про Дэвид Гейм. Переходите, любые вопросы задавайте в WhatsApp, онлайн, консультант, кому вы можете задать вопросы. Спальня, комната просто мечта. С видом, я не знаю, что может быть еще лучше, чем такого уровня вид и такого уровня резиденции. Ребята, просто не рекламно, просто вам говорю. Реально, что супер круто. Вот даже маленькие детали хочу вам показать. Здесь для вентиляции продумана специальная решетка. То есть вы можете полностью открывать окно у вас в комнате. Очень много где в резиденциях вы этого не сделаете, потому что окна открываются только в одном положении, оставляя маленькую щелочку. Здесь же вы полностью открываете, и при этом дальше у вас полностью защищенное стекло. То есть это как бы не дверь, а окно, и здесь решетка. Никто не выпрыгнет, все максимально безопасно и при этом продумано, чтобы был свежий воздух и что влияет на здоровье ребенка. И опять же вид. Пожалуйста, у вас Гёркин напротив. Здесь полы, вот если вы думаете, что старые, да, вот старые резиденции, старые общежития, а здесь полы полностью отапливаемые. То есть у деток никогда не будут мерзнуть ноги, и бабушка не будет говорить, одевайте носочки, ребята. Подогреваемые полы, раз. И следующий момент, здесь отопление не центральное, что я считаю очень важно. Здесь у каждой комнаты есть свой термостат. Вы можете включать и выключать электричество, поднимать и опускать температуру тогда, когда вам захочется. И вот так выглядит главный холл резиденции. Также везде King's College London показано, то есть у студентов Дэвид Гейма есть возможность здесь видеть студентов одного из лучших университетов Великобритании. И то, о чем я вам говорил про расстояние, вот это здание, где находится резиденция, и вот это, вот прямо напротив, через дорогу, это сразу же колледж Дэвид Гейм. Сейчас еще здесь небольшие идут работы, мы с вами видим. Их планируют закончить уже в этом месяце, чтобы сделать здесь отдельный вход для студентов колледжа Дэвид Гейм. Я учился в государственной школе в Москве, и лично для меня после России этот колледж намного лучше. Больше всего мне нравятся учителя. Они здесь поддерживают, мотивируют и хвалят даже, если ты написал плохо. Мне очень нравится атмосфера, она очень близкая к Москве и городской жизни. В основном, если говорить именно про это место, то я хожу либо в музеи, либо здесь очень много всяких достопримечательностей, такие как Tower Bridge, London Eye, Tower of London, который находится тоже в 2 минутах от меня. Тут очень главное преимущество, в отличие от пансионов, то, что тут вообще никто не спрашивает разрешения. То есть хоть в 3 часа ночи. Лично я не гуляю в 3 часа ночи, но даже если выходить куда-нибудь в 10 часов в магазин, то нет ничего такого опасного. Но если говорить про еду, то здесь очень много способов есть питаться, такие как закупать в магазинах готовую еду, питаться в школе. Довольно большой ассортимент, очень много всяких сэндвичей, пиццы есть даже, всякие соки, круассаны. Да, тут есть пару ребят из России, есть несколько человек еще из Украины. В общем, русскоговорящих здесь где-то примерно человек 5. So here at David Game, we run A-level, GCSE and university foundation programs.
We have about 250 students in total on those programs. On the A-level and GCSE courses, 50% of the students are from the UK, so home-based students, and 50% are international, and they're from over 30 different countries. They come here because we have small classes. The average class size is about 8 students per class. And I think the environment for them to study in is absolutely fantastic because of that mix of international and UK-based students. I think it's the perfect balance for international students to be able to fit in and settle down very, very quickly. That we are perhaps less strict. We give the students a bit more independence. We nurture the students, so we give them a lot of support so that they can grow and develop themselves socially, academically, culturally. We get quite a lot of international students who come to us from traditional boarding schools because they don't like how strict those schools are, and they don't also like being out in the countryside. One of the great benefits of David Game College is that we are in the heart of the City of London. We give the students some freedom to go and explore it. We explore it with them. We bring in people, experts, professionals from the city to come and give talks about careers, about entrepreneurship, about success stories. So we're trying to inspire students to look into their futures, to get more ideas, to grow in their imagination, and to understand the possibilities they have. So I think it's really important to us at David Game that the students feel connected to the city and connected to their futures. И у David Game есть свой rooftop, то есть здесь такая терраса, где ребята могут собираться. Сейчас David Game переходит в зимний период, здесь делают небольшую реконструкцию, сейчас доделают здесь ремонт, поставят мебель, и к марту, к весне здесь уже можно будет проводить мероприятия. Но скажите мне, у какого еще колледжа, школы вы можете найти террасу на крыше в центре Лондона? Because we do have quite a few sports centres dotted around. So we have, for example, we have the Pure Gym just over the road. Things like yoga and dance, of course, we can do that here. So we do have really good spaces in the college that allows dance and yoga and things of that nature. So especially the music technology here is going from strength to strength. We have an amazing teacher, Dotan Cohen, and we have really good music technology A-level classes that are running really well. Sometimes just to feel, it's such a release, and the feeling that there is no right or wrong. And this is the thing with art, and in particular with extracurricular activities, there's no right or wrong. So you go to a drama group, you don't need to be good at drama, that's absolutely fine. But you go there to try and challenge yourself, or because you love drama, or because you just want to get to know people who are maybe a bit more confident than you. And what I love about this college is that it treats every student individually. And so it depends on the student's needs. We are so lucky because we have everything on our doorstep. We have the Tate just down the road, but then we have, you know, the British Museum is just up the road. We have the National Gallery. We've got the Victoria and Albert, literally just a few stops on the tube. The Science Museum, the Natural History Museum. So in our A-level programs, we have over 20 different subjects to choose from. We have all the all the science subjects, so chemistry, biology, physics, maths, further maths. We do English, history, geography, business studies, economics. We do film studies, we do music production technology, we do music studies. Когда по школе ходишь, удивляешься, то, что везде, в коридорах, на лестничных площадках развешаны различные картины. Это не просто картины, это все из коллекции владельца колледжа, Дэвида. А всего в коллекцию входит около 2000 объектов. We started in 1974, which was in a small basement belonging to the parents of one of my students. He wanted a basement repaired, so I did it. We had 5 rooms, small rooms, in Fulham, and we started a college with just a few students from a strange mixture.
Anyway, that was for 2 years. Then we moved to a much bigger building I bought myself, which I still own, in West Kensington. Now it's our hostel, used to be our college for 2 more years. Then in 1977, we moved to South Kensington, which is where I still have my office now, in Old Brompton Road. In 1995, we found a new place in Notting Hill Gate. Probably you knew us then. I don't know. We were there for 20 years. We had to make a big decision. In 2016, we had to make a big decision. All our life, we've been in West London, like many colleges are in West London. So we said, okay, but the building, this very big building, 4 times bigger than Notting Hill. This has got 5,000 square meters, more than 5,000 square meters. And it was enormous, but it was in a very bad state, much repair. I had to spend several £1 million repairing this building completely, from top to bottom. It took 1.5 years, and I spent my own money. And you're not easily going to find a building like this. Very, very convenient location, very historic building, very big, so big that we can do all sorts of new things like music. We didn't have room for music before, but here now Emma is head of music, as you've probably heard. So now we have dance studios, we have lecture theatres. In fact, we have the Metropolitan University Lecture Theatre. Metropolitan University was here at one point. It's 1975 or 6, I have been collecting art. I have many friends who are artists, galleries I know, and I've become a bit obsessed. So now I have so many paintings, there is no room for any more painting. Every wall is covered. I think this makes our unique selling point, that I hope the students somehow absorb the atmosphere of the art. I like to think so. CVs are not everything. They can have first-class degree, but totally boring. Even once I employed a psychology teacher. She was an examiner, but I had to sack her in 3 months because she sat down like this. She didn't even stand up. A teacher has to be dynamic, keep the students' interest, and also they have to be able to interest the weak students and the strong students at the same time. So they have to have some sensitivity to the level of the student and care about them.